Please have a seat. Good afternoon, everyone. Республика Армения и США провозгласили себя стратегическими партнерами. Подписан соответствующий документ. 14 января 2025 года в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение предусматривает помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, военное образование и участие в международных образовательных программах, а также продолжение многолетнего сотрудничества с Национальной гвардией Канзаса. В документе говорится о модернизации системы обороны и предоставлении Армении инструментов для защиты суверенитета. В рамках соглашений США выделят финансовую помощь в сфере экономики и реформ, социальных проектов и прав человека. Документ затрагивает и энергетическое сотрудничество. Речь, скорее всего, пойдет о строительстве американских малых АЭС в Армении. И уже на следующей неделе в Армению отправится специальная группа из США для проведения совместных работ по охране границ. А ниже мы приведем речь Блинкена, а затем Мирзояна. Речь госсекретаря США Энтони Блинкена. Прежде всего, позвольте мне на личном уровне сказать, какое это удовольствие принимать моего друга, министра иностранных дел. За последние несколько лет мы много работали вместе, и он является замечательным коллегой, прекрасным партнером. Я считаю, что это символично, что мы можем собраться сегодня, потому что это знаменует собой значительный этап в отношениях между Соединенными Штатами и Арменией. Мы создаем комиссию стратегического партнерства США-Армения. Эта комиссия предоставляет нам основу для расширения нашего двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзия и программы взаимодействия между гражданами. Каждая из этих сфер представляет общий интерес, который лежит в основе наших отношений и партнерства. В последние годы мы смогли работать вместе, в том числе значительно укрепить наши экономические связи и сотрудничество. Мы расширили взаимодействие в экономической сфере, включая энергетику. Сейчас мы готовы начать переговоры по соглашению 1.2.3 о мирном ядерном сотрудничестве. Это действительно важный этап, подчеркивающий два аспекта: нашу общую приверженность стандартам нераспространения ядерного оружия и ядерной безопасности, а также открытие новых возможностей для совместной работы двух стран в области ядерной энергии, науки и технологий. Мы также работаем с Арменией в сфере безопасности и обороны, в частности, поддерживая ее усилия по утверждению независимости и суверенитета на собственной территории. В следующем месяце, в ближайшие недели, команда таможенного и пограничного контроля США отправится в Армению для работы с армянскими коллегами над развитием потенциала обеспечения безопасности границ, укреплением сотрудничества в области безопасности и повышением возможностей Армении в миротворческой деятельности через учения, такие как Eagle Partner. В течение последних 2 лет мы ежегодно проводили это двустороннее учебное мероприятие. Все это способствует укреплению потенциала Армении как сильного партнера, а также ее способности защищать свои границы. Я также рад объявить сегодня о намерении Армении присоединиться к глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Вы станете частью сообщества из 87 членов, работающих вместе ради обеспечения большей стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. Мы чрезвычайно благодарны за этот шаг. Что касается демократии и правосудия, хочу отметить, что правительство Армении провело реформы, демонстрирующие реальную приверженность строительству еще более справедливого общества. В частности, я признаю работу, проделанную премьер-министром Пашиняном и его правительством по реализации внутренних реформ в таких ключевых областях, как правосудие и правоохранительные органы. В прошлом месяце здесь, в департаменте, мы были удостоены чести вручить одну из наших наград – чемпион по борьбе с коррупцией Сырбу Игаляну за выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией. Это свидетельствует о масштабе реформ, проводимых Арменией, и об их успешности. Через несколько минут после выступления министра иностранных дел мы подпишем рамочное соглашение. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что оно действительно закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества и основывается на наших общих принципах. Мы становимся все более сильными партнерами, и я считаю, что это на благо обеих наших стран, а также на благо региона и за его пределами. Эта хартия – это стратегическое партнерство, которое мы подписываем,
будет способствовать созданию более устойчивого, мирного, безопасного и независимого Южного Кавказа. Речь министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Уважаемый госсекретарь Блинкен, Ваше превосходительство и коллеги, подписываемая сегодня хартия о стратегическом партнерстве между Арменией и США создает надежную основу и придает больше амбициозности нашему сотрудничеству. Она охватывает широкий спектр областей, включая укрепление экономических и энергетических связей, развитие взаимосвязанности, углубление оборонного и военного сотрудничества, укрепление демократических институтов, продвижение правосудия и верховенства закона, развитие инноваций и высоких технологий, а также расширение контактов между людьми. Наши отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах, в последние годы демонстрируют значительный рост. Они достигли такого уровня зрелости, когда их повышение до стратегического партнерства является не только уместным, но и необходимым для ориентации в сложной геополитической обстановке. Я особенно благодарен за ваш вклад, господин госсекретарь, и неустанные усилия вашей команды на этом пути в поднятии нашего сотрудничества на этот новый уровень. Мы глубоко ценим непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении. Не менее важна поддержка США в укреплении демократических институтов Армении и содействии экономической устойчивости. Мы глубоко признательны за участие США в продвижении прочного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа. Мы считаем, что стабильный и процветающий Южный Кавказ отвечает интересам всех региональных акторов и всего международного сообщества. Армения остается приверженной мирной повестке и ее реализации, а также тесному сотрудничеству с США для достижения этой общей цели. Я также рад сообщить, что в духе общей приверженности глобальной безопасности Армения намерена присоединиться к глобальной коалиции против ИГИЛ, что еще раз демонстрирует нашу приверженность борьбе с международным терроризмом. Мы считаем, что коллективные действия необходимы для противодействия этой угрозе. Мы также начинаем переговоры о соглашении о ядерном сотрудничестве с США, известном как Соглашение 123. Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и обозначит нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики при соблюдении высочайших стандартов безопасности, защиты и нераспространения. Смотря в будущее, мы настроены на дальнейшее сотрудничество с новой администрацией США для достижения амбициозных целей, изложенных в нашей хартии стратегического партнерства. Дорогие друзья, пусть эта хартия послужит свидетельством углубления стратегических отношений между Арменией и Соединенными Штатами и дорожной картой для будущего, наполненного общими достижениями. Подписание хартии о стратегическом партнерстве между США и Арменией стало неожиданностью, проходя в условиях высокой секретности и в новых внешнеполитических реалиях для Армении. Отметим, что американская сторона даже опровергала подготовку к подписанию документа. Госсекретарь Блинкен озвучил первый, вероятно, ключевой шаг для армянской стороны. Уже на следующей неделе в Армению официально приедет группа специалистов, задача которых – оценка потребностей в области пограничной безопасности, что предусмотрено хартией. Честно, такой быстрой реакции от США я не ожидал. К мониторинговой группе ЕС, следящей за линией фронта между Арменией и Азербайджаном, добавляется команда специалистов из США. Еще один важный момент, который решает данная хартия. Все попытки оказания помощи Армении раньше сталкивались с реакцией Азербайджана и его союзников, настаивающих на соблюдении принципа паритета. Если помощь идет Армении, то аналогичная помощь должна быть предоставлена и Азербайджану. Хартия устраняет этот вопрос, снимая с США необходимость не только зеркалить действия в сторону Баку, но и не информировать кого-либо о своем сотрудничестве с Арменией. В целом, если послушать заявление Арарата Мирзояна, можно понять, какие направления сотрудничества ожидают Армению и США в ближайшее время. В конце скажу лишь одно – да благословит Бог США и Армению. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.